В этом видео я расскажу вам, как правильно оказывать эмоциональную поддержку близким. Вспомните, когда у вас были трудные времена, и вы искали эмоциональную поддержку у родственников и друзей. Сталкивались ли вы с тем, кто легко отбивал у вас охоту выражать свои чувства, заявляя, что вы постоянно ноете? Или они говорили, что нет времени на ваши чувства? Может, убеждали вас, что вы ошибаетесь в своих чувствах? Или даже обвиняли вас и называли неврастенником, чересчур эмоциональным и потерявшим над собой контроль? Вы не чувствовали поддержки. Такие реакции на эмоциональную проблему только выбивают почву из-под ног и ухудшают ваше состояние. Я расскажу вам, как правильно реагировать на обращения ваших близких, которые испытывают эмоциональные потрясения и ищут вашей поддержки. Подписывайтесь на мой канал и смотрите видео, в которых я рассказываю, как сделать отношения комфортными, общение приятным, а ваша жизнь счастливой, окрашенной яркими, позитивными эмоциями. Для примера давайте возьмем ситуацию. К вам пришла подруга или друг, чтобы рассказать о своем горе, а именно о том, что отношения закончились. Как выглядит правильная реакция того, кто хочет поддержать своего друга или подругу? Вы можете сказать: расскажи мне, что ты чувствуешь, что с тобой происходит. Похоже, тебе грустно. Я вижу, что тебе тяжело, но думаю, что подобные чувства испытываем все мы, когда теряем кого любим, с кем ощущаем душевную связь. Может, ты испытываешь сейчас другие чувства? Не ощущаешь ли ты себя растерянным, одиноким или отчаявшимся? Да, я вижу, эти чувства у тебя присутствуют. Теперь давайте разберем различные составляющие, понимающие, заботливые реакции в ответ на чьи-то чувства. Поощряйте выражение чувств. Вы поощряете другого человека рассказать вам о своих мыслях и чувствах, и это звучит так: мне хочется знать, что ты чувствуешь. Расскажи мне, что ты сейчас переживаешь. Таким образом вы даете понять: я с тобой, я выслушаю тебя. Любой человек хочет быть услышанным. Отзеркаливайте чужую боль и страдания. Вы понимаете и отражаете испытываемую человеком боль. Вы говорите: я вижу, что тебе грустно, или я понимаю, что ты злишься, и его внутренний плач услышан. Придавайте чувствам смысл. Вы не только побуждаете другого выражать свои чувства, но понимаете, насколько они важны для него в настоящий момент. Вы можете сказать: я понимаю, почему ты злишься, или я понимаю причину твоего уныния, или я понимаю, что тебе тяжело из-за того, что случилось. Снижайте уровень боли. Вы можете сделать это на примере общечеловеческого опыта. Скажите: другие люди чувствуют себя точно так же, или многим из нас порой нелегко. И если вы сами сталкивались с подобным, то можете добавить: я знаю, что это для тебя значит, потому что тоже испытал или испытала эти чувства. Это поможет вашему собеседнику почувствовать себя не столь непохожим на окружающих, менее одиноким или менее напоминающим изгоя, чьи чувства отличны от чувств других людей. Расширяйте диапазон эмоций. Вы поощряете другого рассказать вам о целом ряде чувств, а не только о первом пережитом им чувстве. Вы можете спросить: скажи мне, что ты еще чувствуешь, что еще с тобой происходит. Это поможет лучше осознать эмоции, как позитивные, так и негативные. Разговаривая и выслушивая другого, вы даете ему понять, что уважаете чувства, которые они испытывают в настоящий момент. Не следует говорить: возьми себя в руки, забудь об этом. Лучше сказать: я понимаю, что тебе трудно, и я с тобой. Другими словами, услышать другого значит быть с ним рядом, здесь и сейчас. Для вас обоих существует лишь настоящий момент и все, что к нему относится. Осознавайте пределы помощи. Вы отдаете себе отчет в том, что несмотря на ваши старания выслушать, проявить сочувствие и показать, что вам не все равно, приложенные усилия могут ни к чему не привести. Вы понимаете, что ваши возможности не безграничны.
Вы можете сказать: я знаю, что мои слова сейчас могут не помочь, потому что тебе тяжело. Такая формулировка подтвердит истинность чувств другого человека, свидетельство о вашем принятии этих чувств, а не настойчивых попытках изменить. К сожалению, иногда кошка или собака могут выслушать лучше, чем друг или родственник, и этим пользуется много людей. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и не забудьте подписаться. Желаю вам жить полноценной жизнью, испытывая весь спектр чувств, ощущать поддержку близких и уметь ее оказывать. С вами была Олеся Суворова. Подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, есть ли у вас тот, кто может выслушать, и получается ли у вас быть хорошей эмоциональной поддержкой вашим близким. Посмотрите видео про важные составляющие эффективного общения.